Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Прополис. Полезные свойства и применение. Прополис относится к очень ценным и необычайно полезным продуктам пчеловодства наряду с маточным молочком и пчелиной пыльцой. Накопилось огромное количество результатов лечения и исцеления прополисом, тогда как традиционные методы оставались бессильными. Прополис очень хорошо справляется с такими проблемами, как раны, язвы и инфекционные поражения на слизистой оболочке рта, уха, горла, носа, заживляет с трудом заживающие раны, лечит заболевания кожи и используется при ожогах. Устраняет хронические заболевания предстательной железы, желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. Применение прополиса дает отличные результаты в гинекологии при лечении эрозии шейки матки. Полезные свойства прополиса. Этот замечательный продукт рекомендуют даже врачи традиционной медицины – педиатры, гинекологи, офтальмологи, отоларингологи. Прополис обладает противоопухолевым действием, является мощным природным антибиотиком, стимулирует выработку Т-лимфоцитов, подавляет вирусы. Его можно смело применять также людям, не имеющим каких-либо проблем со здоровьем, в качестве профилактического средства. Прополис очень хорошо тонизирует организм, убирает усталость и повышает иммунитет. По данным ученых, регулярное применение прополиса сулит значительно отодвинуть во времени процессы старения. Этот эффект достигается благодаря очищению организма от токсинов, вызывающих различные патологические процессы. Прополис благотворно влияет на центральную нервную систему, способствует улучшению настроения и уменьшает чувство тревоги. Применение прополиса. Дома применяются, как правило, растворы, сделанные на воде, масле и спирту. Помимо этого, прополис можно жевать, принимать с сотовым медом или пергой, либо заказывать у проверенных производителей препараты на его основе. В наружном применении прополис прекрасно себя зарекомендовал при остеохондрозе, артрите или радикулите. В этих случаях необходимо накладывать пластинки прополиса на пару суток в нужном месте. Зубная боль снимается наложением пластин чистого прополиса на зуб. При кожных инфекциях прополис втирается в само место поражения. Прополис подавляет бактериальную, вирусную и грибковую инфекции. Прополис превосходно справляется с такой задачей, как подавление большого количества видов болезнетворных бактерий и вирусов. Туберкулезная палочка, вирус гриппа, различного рода грибковые и дрожжевые инфекции, вирус ветряной оспы, влагалищная трихомонада, вирус гепатита, микроорганизмы рода кандида, вирус герпеса и многие другие. Очень важным моментом является то, что прополис пагубно влияет исключительно на инородные организмы, не затрагивая естественную микрофлору человека. Употребление прополиса внутрь не влияет отрицательно на микрофлору кишечника и не вызывает дисбактериоз, в отличие от лечения антибиотиками. Прополис традиционно используется в лечении простуды и гриппа и действительно обладает противомикробной и противовирусной активностью не только в ротовой полости, но и по всему телу. Несмотря на то, что сила действия прополиса может варьироваться в зависимости от места обитания пчел, географии, его антимикробные и противовирусные свойства присутствуют неизменно. Одной из причин антибактериальной активности прополиса является содержание широкого спектра флавоноидов в его составе. Прополис особенно эффективен в лечении инфекций и уменьшении боли, так как обладает противомикробными и антибактериальными свойствами. Прополис используется при серьезных порезах, ушибах, ангине, болезнях желудка, микозах и прочее. При регулярном использовании прополис может помочь устранить хронические заболевания и стойкую аллергию. При нанесении прополиса на поврежденные кожные покровы или при его проглатывании он успокаивает воспаление и уменьшает боль в пострадавших районах. Его можно жевать для того, чтобы бороться с инфекциями десен, зубным налетом и постоянными болями, связанными с ношением зубных протезов или кариесом. Прополис
Особенно эффективен в виде жевательной резинки для лечения дрожжевых инфекций полости рта. Прополис понижает кровяное давление. Оксид азота является очень важным веществом для здоровья сердца. Внутренняя поверхность кровеносных сосудов использует окись азота для расслабления окружающих гладких мышц, в результате чего происходит расслабление и расширение кровеносных сосудов и улучшение кровотока. Снижение биодоступности оксида азота играет значительную роль в развитии высокого кровяного давления – гипертония. Если вы страдаете от гипертонии, вы можете рассмотреть возможность использования сырого меда с прополисом, так как было доказано, что это позволяет снизить повышенное кровяное давление. Прополис при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Прополис с давних времен используется в лечении заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки, таких как язвы и гастриты. Он обладает заживляющим, анестезирующим и противовоспалительными свойствами, благодаря которым происходит обезболивание и быстрое заживление язв. Помимо этого, прополис снижает кислотность желудочного сока и уменьшает спазмы гладкой мускулатуры пищеварительного тракта. Прополис помогает лечить болезни костей. Еще одним полезным свойством прополиса является то, что его применение помогает образовывать и восстанавливать здоровую костную ткань. Ученые недавно обнаружили, что кофейная кислота фенитилэфира, присутствующая в составе прополиса, может остановить или повернуть вспять остеолитические костные заболевания. Они обнаружили, что этот компонент очень эффективно подавляет воспалительные соединения, вызывающие болезни костей. Ученые даже выдвинули предположение, что прополис вполне может использоваться для лечения снижения плотности костей остеопороза. Если вы страдаете снижением плотности костной ткани или в вашем роду были случаи заболевания остеопорозом, ежедневный прием прополиса может помочь предотвратить и лечить это заболевание. Прополис при аллергии. Удивительным свойством прополиса является его способность устранять симптомы сезонной аллергии. Прополис в значительной степени ингибирует высвобождение гистамина из тучных клеток. Гистамин является соединением, заставляющим вас чихать, приводить к слезоточению и насморку, тем самым осложняя вам жизнь. Прополис может быть эффективным средством для облегчения симптомов аллергического ринита посредством ингибирования высвобождения гистамина. Так что во время сезона аллергии не ограничивайте себя только приемом пчелиной пыльцы, но и добавляйте ежедневную дозу прополиса. Прополис при гайморите, инфекциях пазух носа и насморке. Благодаря своим выраженным антибактериальным, противовирусным, противовоспалительным и противоотечным свойствам прополис эффективен в лечении синусита, гайморита, фронтита, этмоидита и сфеноидита, воспаления слизистых оболочек придаточных пазух носа, вследствие чего возникает заложенность носа и насморк. Помимо перорального способа приема прополиса, его рекомендуют также закапывать в нос. Прополис при раке простаты. Среди всех раковых заболеваний у мужчин рак предстательной железы является достаточно распространенным явлением. Но есть интересная новость относительно этого смертельного заболевания. Прополис способен предотвратить возникновение и даже подавить этот тип рака, по крайней мере в пробирке. Ученые исследовали способность прополиса подавлять два распространенных вида рака простаты, использовав настойку прополиса. Обнаружив, что настойка прополиса заметно усиливает гибель раковых клеток простаты, они рекомендовали использовать это средство в химиопрофилактике рака простаты. Прополис при раке кишечника. Не так давно ученые решили посмотреть на противораковый и антимикробный потенциал прополиса одновременно. Сначала они проверили антибактериальную активность прополиса, воздействовав им на 4 различных патогена. Тем из нас, кто уже использовал прополис в лечении простудных заболеваний, известно, что прополис имеет очень сильную антимикробную активность. Затем ученые воздействовали прополисом на раковые клетки толстой кишки.
они обнаружили, что это приводит к гибели раковых клеток от некроза, что означает, что в результате воздействия прополиса возникла остановка кровоснабжения пораженных клеток, и это приводило только к локальной гибели раковых клеток, не оказывая негативного воздействия на здоровые клетки. Химиотерапия работает иначе. Она помимо раковых клеток убивает также и здоровые живые клетки, что и приводит к таким сильным разрушительным побочным эффектам и даже смерти. Прополис при пищевом отравлении. Прополис очень эффективен при отравлениях. Он снимает интоксикацию и справляется с дисбактериозом. Он способствует выведению токсинов и ядов из организма, усиливая воспроизводство фагоцитов, клеток, отвечающих за выведение чужеродных частиц. Целью недавнего исследования было проанализировать антимикробную активность прополиса против патогенов, вызывающих пищевое отравление. Ученые обнаружили, что прополис ингибирует рост кампилобактер июни, энтерококка фекального и золотистого стафилококка, 3 патогенов, часто связанных с пищевыми отравлениями. Они заявляют, что препараты прополиса можно использовать в качестве поддержки традиционной терапии для устранения инфекции, особенно когда антибиотики не проявляют активности в отношении этих микроорганизмов. Прополис при воспалениях. Прополис оказывает выраженное противовоспалительное действие во многих частях тела. Воспаление ответственно за такие заболевания, как артрит, болезни сердца, болезнь Альцгеймера и многое другое. Большая часть последних исследований показывает, что одним из основных полезных свойств прополиса является противовоспалительный эффект. Скорее всего, у людей, регулярно потребляющих прополис, воспаление в организме значительно меньше, что в конечном счете снижает заболеваемость и приводит к более здоровой и продолжительной жизни. Прополис при геморрое. В сочетании с другими ингредиентами прополис можно использовать в лечении геморроя. Его можно использовать в виде крема или суппозиториев. Благодаря противовоспалительному и заживляющему эффектам прополис является эффективным средством от геморроя и анальных трещин. Тепловой стресс и спортивные результаты. Одной из причин того, почему прополис настолько полезен для здоровья, является то, что он просто изобилует антиоксидантами. Благодаря научным исследованиям мы можем теперь узнать, насколько полезны конкретно взятые антиоксиданты, присутствующие в прополисе для людей, занимающихся спортом, так как они защищают спортсменов от перегрева и улучшают спортивные результаты. Активным ингредиентом прополиса является фенетилэфир – кофейная кислота КАПы. Он обладает широким спектром биологической активности, среди которых антиоксидантное действие, противовоспалительное действие, противовирусное действие. Ведущий исследователь заявил по завершению исследования, что КАПа, один из мощных соединений в прополисе, как раз может способствовать повышению спортивных результатов. Так что, если профессионально занимаетесь спортом, принимайте прополис, особенно летом. Он поможет защитить ваш организм от перегрева и улучшить результаты. Прополис от бородавок. Настойка прополиса способна устранить бородавки менее чем за 2 недели, и при этом они никогда больше не возникнут на этом месте. В одном слепом, рандомизированном 3-месячном исследовании 135 пациентов с различными типами бородавок принимали перорально прополис, эхиноцею или плацебо. Когда пациенты принимали прополис, выздоровление наступило у 75 испытуемых. Эти результаты были значительно лучше, чем у испытуемых, принимающих эхиноцею или плацебо. Прополис при ожогах. В одном исследовании при ожогах использовали бразильский прополис и сравнивали его действие со специальным лечебным кремом от ожогов, который используется для быстрого заживления, а также облегчения боли и дискомфорта. В результате ученые обнаружили, что эффективность исследования прополиса при ожогах аналогична эффективности специального крема. Было также обнаружено, что прополис успокаивает боль и дискомфорт при незначительных ожогах даже более эффективно, чем обычные лекарства. Прополис при ушных инфекциях. Инфекция среднего уха, средний отит, поражает миллионы детей каждый год и могут затронуть даже взрослых.
Иногда это может привести к временной потере слуха, ужасающему состоянию для большинства людей. Фенитил эфира кофейной кислоты, соединение, найденное в прополисе, помогает эффективно уменьшить воспаление во внутреннем ухе, что указывает нам на возможность использования ушных капель с прополисом в лечении ушных инфекций. Прополис при кандидозе. Кандида при чрезмерном росте вызывает грибковую инфекцию под названием кандидоз, которая, как правило, возникает на слизистых поверхностях гениталий и во рту. В постоянно продолжающейся борьбе за поиск подходящего и эффективного средства от кандидоза исследователи проанализировали также и прополис. Результаты показали, что прополис может препятствовать росту кандида, а также стимулирует иммунный ответ на эту дрожжевую инфекцию. Прополис от грибка ногтей. Лабораторные тесты с использованием прополиса для подавления грибковых инфекций ногтей обнаружили, что прополис оказывает подавляющий эффект на более широкий спектр патогенов по сравнению с часто прописываемыми кремами от грибка ногтей. Прополис в гинекологии. По некоторым данным было обнаружено, что прополис является более эффективным средством, чем некоторые фармацевтические препараты от вагинального герпеса. Испытание также показывает, что прополис может значительно уменьшить вероятность прогрессирующей герпетической инфекции. Кроме того, как уже говорилось выше, прополис может защитить от половой инфекции кандидоз. Прополис при эндометриозе. Множество женщин во всем мире страдает от эндометриоза, заболевания, при котором происходит разрастание в различных органах и областях тела женщины тканей, похожих на слизистую оболочку полости матки. Это вызывает боль, усталость, проблемы с кишечником, бесплодие и многое другое. В одном исследовании женщины с эндометриозом принимали прополис для улучшения фертильности. 60% женщин, принимающих прополис, в результате этого забеременели. Прополис в стоматологии. Многие люди используют прополис в лечении стоматита. При нанесении настойки прополиса на пораженную область 2-3 раза в день происходит быстрое облегчение и стоматит проходит. Благодаря исследованиям на животных было выявлено, что прополис снижает вероятность образования кариозных полостей до 60% и частично угнетает фермент, вызывающий зубной налет. Для профилактики кариеса и более эффективного устранения зубного налета вы можете использовать зубные пасты с прополисом. Если же кариес уже имеет место быть, а к стоматологу вы попадаете не так скоро, рекомендуют наносить настойку прополиса непосредственно на кариозную полость несколько раз в день. Прополис при диабете. Диабет является проблемой, затрагивающей миллионы взрослых и детей. Часто больной диабетом должен лечиться всю жизнь, делая инъекции инсулина и принимая фармацевтические препараты. Исследования показали, что прополис может ингибировать ферменты, повышающие уровень сахара в крови. Считается, что за стабилизацию уровня сахара в крови ответственны антиоксидантные соединения, присутствующие в прополисе. Прополис при онкологии. Прополис является мощным антиоксидантом и применяется в онкологии. Он локализует опухолевый процесс, очищает клеточные мембраны, нормализует процессы дыхания клеток. Прополисом лечат начальные стадии онкологических заболеваний. На более поздних стадиях развития болезни при его применении уменьшаются болевые ощущения и улучшается общее состояние больного. Древние ассирийцы часто использовали прополис для ингибирования роста опухоли. И недавние исследования показывают, что в этом есть логика. Содержащееся в прополисе соединение КАПа, как было обнаружено, препятствует росту раковых клеток шейки матки, рака простаты, рака кишечника и прочее. Некоторые виды прополиса, такие как красный бразильский и коричневый кубинский, также подавляют вредные соединения, способствующие росту раковых клеток. Прополис от паразитов. Одно исследование показало, что 52-60% испытуемых, принимающих прополис с целью выведения паразитов, успешно избавились от лямблиоза. Паразиты трудно диагностируются в связи с тем, что симптомы часто похожи на другие проблемы со здоровьем. Даже если вы не уверены в том, что у вас есть паразиты, благодаря успокаивающему
и стимулирующему иммунный ответ действию прополиса, его прием позволяет поддержать здоровье организма на высоком уровне. Кроме того, применяя прополис в противопаразитарной программе, вы можете добиться лучших результатов. Прополис для кожи. Прополис богат антиоксидантами, благодаря чему он может помочь вам защитить и очистить кожу. Прием добавок прополиса и нанесение средств на кожу, в которых присутствует этот продукт пчеловодства, поможет вам улучшить внешний вид кожи и очистить ее от прыщей и юношеской угревой сыпи. Одно исследование показало, что прополис обладает выраженной активностью против бактерий, которые прежде всего ответственны за возникновение прыщей и нарывов. Прополис обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которые играют большую роль в заживлении небольших ожогов и ран. Он в основном используется для борьбы с инфекциями и лечениями абсцессов у диабетиков. Прополисом лечат псориаз и прочие кожные болезни. Применяется при укусах неядовитых насекомых, ожогах и грибковых заболеваниях кожи. Сочетание антибиотиков с применением прополиса. Сочетание прополиса и антибиотиков усиливает воздействие последних. Это касается тетрациклина и стрептомицина. При сочетании же прополиса с левомицетином и пенициллином усиление их действия не обнаружено. Причем очень важным моментом является то, что при приеме антибиотиков и прополиса естественная микрофлора кишечника не погибает и не нужно проводить восстановительную терапию. Дополнительная информация. Во время лечения гепатита В прополис снижает вероятность осложнений. Прополис действует как анальгетик, то есть имеет выраженный обезболивающий эффект. Прополис используют для восстановления подвижности суставов. Его рекомендуют пожилым людям, детям, а также людям, занимающимся спортом. Прополис эффективно помогает в устранении проблем ЖКТ, хронические запоры, гастриты, колиты и другое. Прополис, противопоказания и побочные эффекты. Прополис безопасен при приеме внутрь или нанесении на кожу, однако его использование может вызвать аллергические реакции, особенно у людей, страдающих аллергией на пчел или продукты пчеловодства. Леденцы, содержащие прополис, могут вызвать раздражение и язвы во рту. Особые меры предосторожности и предупреждения. Беременность и кормление грудью. Существует недостаточно надежной информации о безопасности приема прополиса во время беременности или грудного вскармливания. Во избежание негативных реакций рекомендуется избегать использования прополиса. Астма. Некоторые эксперты полагают, что определенные химические вещества, содержащиеся в прополисе, могут ухудшить симптомы астмы. Если вы страдаете астмой, вам следует избегать использования прополиса. Кровотечение. Определенные компоненты в прополисе могут замедлить свертываемость крови. Прием прополиса может увеличить риск кровотечения у людей с нарушениями свертываемости крови. Аллергические реакции. Не используйте прополис, если у вас аллергия на продукты пчеловодства, хвою, тополь и салицилаты. Хирургическая операция. Определенный химический компонент в прополисе может замедлить свертываемость крови. Прием прополиса может увеличить риск кровотечения во время и после операции. Прекратите принимать прополис за 2 недели до назначенной операции. Будьте здоровы! Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.